9 октября 2002 года авиалайнер Boeing 747-400 авиакомпании Northwest Airlines совершал плановый межконтинентальный рейс 85 по маршруту Детройт-Токио. На борту лайнера находились 404 человека. Рейс 85 вылетел из международного аэропорта Детройта в 14 часов 30 минут и вскоре занял 340-й эшелон. Лайнером управлял опытный экипаж. Командир воздушного судна Фрэнк Гейб, очень опытный пилот, налетавший 11 297 часов и свыше 630 на Boeing 747. Второй пилот Майкл Фейган, опытный пилот и ветеран Вьетнамской войны, налетавший свыше 20 тысяч часов. В 17 часов 40 минут во время пролета над Беринговым морем самолет неожиданно резко дернулся, и он накренился на 40 градусов влево. Изначально экипаж полагал, что произошел отказ двигателя. Однако затем выяснилось, что нижний демпфер рысканья по непонятной причине заклинило в левом положении на 17 градусов. Командир Гейб подал сигнал бедствия и начал разворот в сторону Анкориджа. Однако сообщить о чрезвычайном положении поначалу не удавалось, так как самолет находился в мертвой зоне между Северной Америкой и Азией. При слабом сигнале они связались с рейсом 19 той же авиакомпании, который был ближе к Аляске, и он помог передать их сообщение авиадиспетчерам. К тому времени пассажиры уже успокоились, потому что решили, что это была обычная турбулентность, но экипаж решил предупредить их о возможной жесткой посадке. В это время в аэропорту Анкориджа спасательные службы готовились к возможному пожару или даже разрушению самолета. Для того, чтобы направить самолет на взлетно-посадочную полосу, пилоты должны были использовать асимметричную тягу двигателей, из-за того, что при посадке нельзя использовать элероны. В итоге экипажу удалось безопасно посадить лайнер в международном аэропорту Анкориджа. Ни один из 404 человек, находившихся на борту, не пострадал. Национальный совет по безопасности на транспорте, а также компания Boeing начали совместное расследование по факту инцидента и пришли к выводу, что причиной происшествия стала усталостная трещина в модуле управления мощностью, которая вызвала отрыв его крышки, вследствие чего поршень, отвечающий за движение руля, сдвинулся дальше, чем возможно, и нижний демпфер рысканья заклинило. Из-за этого экипаж не мог контролировать руль направления. Причины образования усталостной трещины остались неизвестными. По рекомендации комиссии, в полости поршня был установлен защитный крепеж, не позволяющий поршню вывернуться слишком сильно вбок. Boeing 747 был отремонтирован и продолжил совершать рейсы для авиакомпании Northwest Airlines. 29 октября 2008 года лайнер был куплен авиакомпанией Delta Airlines, а уже в сентябре 2015 года был списан и поставлен на хранение. 30 апреля 2016 года самолет стал экспонатом авиамузея Delta Airlines. Интересная история произошла 28 апреля 1988 года. Авиалайнер Boeing 737-200 авиакомпании Aloha Airlines выполнял внутренний рейс 243 по маршруту Хило-Гонолулу. На его борту находилось 6 членов экипажа и 89 пассажиров. Через 23 минуты после взлета у лайнера внезапно сорвало значительную часть конструкции фюзеляжа в носовой части, в результате чего пассажиры и стюардессы подверглись действию набегающего потока воздуха и кислородному голоданию. Но это уже совсем другая история. Друзья, с каждым выпуском мы пытаемся улучшить наш контент. Поддержите канал, подписавшись на него.